Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Продолжаем рубрику «Дорогие монеты царской России». Друзья, в сегодняшнем обзоре я покажу вам, как отличить сибирские монеты от копий и подделок. Уважаемые зрители, эта монета сразу привлекает к себе внимание среди множества других монет. Прежде всего, очень необычным оформлением и дизайном, не характерным для большинства царских монет. Еще бы, два красавца Соболя держат щит с обозначением номинала монеты, а на обратной стороне в обрамлении отчеканен вензель Екатерины II. А если это еще и 10 копеек, то вообще шикарная монета. Огромная монета весом 65,5 грамм и диаметром 45 миллиметров приятно отяжеляет ладонь, особенно если это твоя находка или клад. История этих монет начинается в далеком 1763 году, когда 7 ноября указом Екатерины был налажен выпуск из 6 номиналов этих монет особого типа, которые должны были иметь хождение по Сибири. Этому способствовали огромные залежи меди, которые образовались после производства и очистки серебра. Для этих целей построили отдельный монетный двор, который в 1764 году выпустил первую медную монету. Первые выпущенные монеты с таким гуртом 1766 и 1767 год являются очень редкими и дорогими монетами и стоят около 40-50 тысяч рублей в хорошем состоянии. За исключением вот этой фотографии с датой 1764 год. Эта монета является настоящим раритетом. Обратите еще внимание, что буквы КМ под вензелем еще не было. Они появились уже чуть позже, в том же 1767 году. Но тогда изменился и сам гурт монеты. То есть существует две разновидности монеты с датой 1767. Одна с надписью «Колыванская медь», а вторая с сетчатым гуртом, и стоит она уже в 3 раза дешевле. Друзья, зная эти особенности, вы уже сможете отличить и уменьшить вероятности купить копию или подделку. Тем более сейчас стали делать подделки столь высокого качества, что отличить их можно только хорошо зная эту тему. Давайте теперь перейдем к более тонким нюансам для их выявления. Друзья, перед вами один из первых признаков оригинальности монет. Цифра 8 под мягким знаком не заваливается на бок, а стоит ровно. Копия же имеет цифру, которая наоборот заваливается на бок. Подделки часто выдают нюансы, которых нет на оригинальных монетах. Подделки и копии в основном делаются методом литья. Особенно это хорошо заметно на китайских копиях. Детали на монетах, получаемые методом литья, получаются несколько размытыми и нечеткими. Например, тот же цветок над короной методом литья превращается в точку. В лучшем случае некоторое подобие. На ваших экранах прекрасное доказательство подделки. На нижней части короны даже второго пояска нет. Цветок над короной превратился в расплывчатую точку. Рассмотрим еще несколько интересных деталей на оригинале. Хвост соболя на оригинальной монете толстый и не будет заостренным, в то время как на копии хвосты будут совсем другими, вытянутыми, как у лисы. Уважаемые зрители, перед вами еще одна деталь. Это вензель Екатерины II. Давайте сравним их. Как говорится, все познается в сравнении. Обратите внимание на оригинальную монету и как выглядит оригинальный вензель. А вот это уже копия сибирской монеты. Как всегда, есть различия. Завитушки, которые показаны стрелками, не присущи оригиналу. Отличия, как видим, налицо. Кроме этого, могут быть неровности и подтеки, небольшие кратеры на поверхности монеты, которые получаются во время литья. При чеканке такого явления не бывает. И самое главное, обращайте внимание на гурт монеты. Его подделать тяжелее всего. А на копиях иной раз он просто отсутствует или имеет существенные отличия. Еще у сибирских монет есть одна особенность.
и из-за наличия примесей золота и серебра монета имеет более темный цвет, нежели аналогичные монеты из меди, тем более современные копии из меди. Я, конечно, указал только основные признаки, по которым можно определить и отличить сибирский оригинал от подделки. Все же, взяв на заметку эти нюансы, они позволят отсеять большинство копий и подделок, которые хотят впарить нечистые на руку дельцы. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодится эта информация, я прошу поддержать этот обзор лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.